Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, добрые слова, пожелания, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Что говорят о тебе в данную минуту ваши недруги, да? Что они говорят? У кого-то прям, может быть, злятся в ярости, у кого-то, в принципе, как констатируют. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, помним, расклады общие. Пожалуйста, не воспринимайте данную информацию как призыв к действию, воспринимайте как совет карт. Вы только вы творец своего счастья. Итак, какая вы, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Тут хитрые лисы. Сейчас будем докладывать, какая вы. Какая вы. Ух тышка. Так, сейчас час истины настал. Буду спрашивать, хитрая лиса, это вы у меня? Игра какая-то, игры какие-то, хитрые лисы вокруг вас. Так, вы хитрая лиса у меня? Да нифига, у вас сердце разбито от этих хитрых лис. Ой, давайте так. Вы у меня идете, тут карта Иерофант. Человек, который всегда чему-то учится, может быть, в постоянном поиске каких-то истин, да, духовный рост, развитие, это все сюда. Не останавливайтесь в собственном развитии, много знаете, можете быть очень хорошим наставником, учителем. А у кого-то эта карта говорит о том, что вы не свободны, у кого-то даже тут венчанный брак. Но тут больше о другом, о том, что у вас есть этот потенциал. Знания получать, опять-таки, может быть, передавать эти знания. Человек мудрый, но, несмотря на вашу мудрость, девочки, как будто бы неизменно возле вас, наверное, как возле многих, вот присутствуют какие-то хитрые лисы. У кого-то прям, если такое сочетание, знаете, разочарование может быть в общении с людьми, ну, в построении таких взаимоотношений. Вот пытались выстроить там. У кого-то это любовная сфера, да, с партнером, конкретно с каким-то мужчиной. У кого-то это в принципе. Может быть, общались там, ну, не знаю, рабочие взаимоотношения, может, близкие с людьми, да, и вы разочарованы. Мало того, что разочаровано, разбитое сердце. И это вас подвигло, у кого-то может увлечься психологией, разобраться в причинах, почему, допустим, я этих людей к себе подпустила, почему они ко мне притягиваются как магнит, да. Вот как-то так. Может быть, даже пытались считать их манипуляции на будущее, вот, как будто бы обезопасить себя, у кого-то так. Опять-таки, вас показали женщиной, вот тут сейчас у меня картинка, видите, тут девушка, барышня, да, сидит на этой жердочке. Это называется карта неустойчивое положение. А рядом окружение вороны. Вороны в любой момент вспорхнут, улетят, тут договорятся между собой, приземлятся. Опять жизнь их продолжится вновь, да, ничего не изменится в их жизни, как будто бы они на одном языке разговаривают, а вы в любой момент можете шандарахнуться вниз. Ну и для вас это будет, для многих, ну, болезненно, скажем так. При этом, как будто бы, знаете, это окружение рядышком. Я не могу сказать, что эти вороны, они агрессивны, или они для вас там сильно токсичны. Но тут какой-то есть такой подтекст, знаете, как будто бы вы можете быть не совсем в своей тарелке. Вот вы как белая ворона даже отчасти, да. То есть то ли на данный момент вы находитесь, опять-таки, может быть, какое-то окружение,
И вы понимаете, я не хочу тут находиться, я не хочу повторять жизнь и сценарий этот жизненных тех людей, которые меня окружают. У кого-то там этих женщины, да, у кого-то это в трудовом коллективе. Вы смотрите и говорите, я не хочу проживать свою жизнь так, я другая, не лучше, не хуже, просто я другая, инаковость какая-то есть. Опять-таки, тут это тоже как предупреждение для вас, это как опасность. В любой момент вы можете, правда, вот, ну, с этой жердочки вниз упасть и как минимум пострадать. При этом, я думаю, вы ищете пути решения. Может быть, в какую-то ситуацию попали в данный момент, вот, она для вас сложная, и вы ищете пути выхода из этой ситуации. Так, ну пока я вижу, вот по этой тоже эта карта «Вечная невеста». Это женщина, которая всем хороша. Тут я не пытаюсь подсластить пилюлю. На самом деле эта карта так считается. И интеллект присутствует, внешние данные. Все замечательно. Но единственное, эта женщина пытается то ли заслужить любовь, там, во взаимоотношениях, если с мужчиной, бежит впереди паровоза, пытается, знаете, как авансом ему этой любви передать, укутать его этой любовью, дабы он для себя сделал выбор, вот ты самая та, цени меня, надеется эта женщина, что вот я его сейчас там покажу, какая я классная, и так проявлюсь, и так он оценит. А по факту мужчина проявляется как потребитель, и отчасти эта женщина способствует этому, да, то есть первое, второе, третье, там, суп жаркое и компот, и максимум любви, и, а в ответ даже спасибо не скажут, да. Отчасти женщины могут сами порождать монстров, да, потребителей, да, это я ласково еще сказала, так как надеются искренне, что их оценят. Тут как идет заслуживание любви, хотя любовь это дар небес. Тут не хватает как будто бы вот где-то уверенности в себе, боязнь у кого-то того, что меня не выберут, или я окажусь недостаточно хороша, да. Тут вот как-то так. Может быть, со стороны мужчины есть еще выбор, там другая женщина. И это сравнивание, это как вот эти качели, это может выбивать, ну, почву из-под ног, да, уверенность в себе тает окончательно. У кого-то, если это момент, там, не обязательно с мужчиной взаимоотношения по этой вечной невесте, это заниженная самооценка, то есть не претендуем мы ни на какие там, не знаю, что там, род деятельности какой-то, может быть, должность, довольствоваться можете меньше намного, да, чем чего действительно реально объективно заслуживаете. Окружающие видят ваш потенциал, но вы соглашаетесь на меньшее. Может, это не как-то не глобально проявляется, да, но где-то по мелочам. Там выбор какого-то партнера, может быть, там выбор места работы. Вот, по чуть-чуть, и получается как сценарий жизненный, так он проигрывается. При этом показано вы разная, как мы все, да, но у вас вот сейчас может быть как раз такой период, где вы пытаетесь разобраться в себе, какая же я на самом деле, какие, может быть, тут у кого-то скрытый потенциал, у кого-то таланты, да, видите, дуальность черная, белая, да, как будто бы женщина пытается разобраться, принять себя, ту, какая она есть. Может быть, в кои веки не пытаетесь уже заслужить эту любовь, не пытаетесь быть хорошей для всех, да, может, начались первые звоночки, первые проявления, где говорите четко нет кому-то. И от этого кайфуете, говорите, слава Богу, не нужно мне, чтобы меня все любили, да, я не червонец там какой-то золотой. Я хочу быть счастлива и радовать саму себя. Вообще тут показано ваши изменения на самом деле. Может быть, это медленно происходит, но это происходит. Тут карта муза, яркая, харизматичная, в принципе, энергетически наполненная женщина. У кого-то элементарно сейчас как запустился такой этап в жизни, период, да, процесс запустился, где потихонечку начинаете эту энергию свою как будто бы восстанавливать. Может, находите какие-то моменты в жизни, может быть, как бы акцентируете, не знаю, сделаете, да, опять-таки, как акцент, понимаете, что в жизни вам приносит радость. Может быть, вот на это больше обращаете внимание.
Тут попытки разобраться в самой себе. В принципе, вот этой карте женщина красивая, яркая, как райская птичка. Да? Тут для многих архетип любовницы в каком плане? Ухоженная, для мужчин привлекательная. Рядом с такой женщиной многие подпитываются энергией. Вот вы, в принципе, как позитивная, можете поддержать там добрым словом, делом. Но и вообще мне показана женщина, которая на самом деле, тут карта вот эти вот планы какие-то, как будто бы строите. И вот по этим картам я хочу сказать, вам действительно ваши планы, они по плечу. Тут у многих как будто бы вы начали вспоминать то, чего вы хотели, может быть, давным-давно, о чем мечтали, что вас вдохновляло. У кого-то элементарно пытаетесь разобраться, а что же меня радует в этой жизни. И тут уже, исходя из этого, вы строите планы. Ну, тут здорово все. Тут уже женщина, знаете, не просто где-то мечтает, там фэнтези какое-то, оторвана от жизни. Тут вот она реально понимает, что нужно использовать то, что там приносит вам радость. С одной стороны, нужно это развивать, да, в это вкладываться. Может, акцент на этом делать. С другой стороны, опять-таки, развивать способности какие-то, таланты. Элементарно у кого-то уже навыки, умения есть. И вот над этим работать, ну тут скорее больше о себе думать. Вот так вот даже. Такая ваша сигнификация у меня сегодня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что в эту минуту говорят о вас недруги, да? Ничего ж себе. Ух ты ж, как интересно. Недруги о вас говорят в эту минуту. Кстати, сигнификация очень похожа. Сейчас буду докладывать. В эту минутку о вас недруги ваши говорят. Скажем так, они видят ваши изменения. Видят изменения в чем? Многие анализируют, может быть, и понимают, что у кого-то тут карта ведьма ведающая, это если знают о том, что вы увлекаетесь эзотерикой, может, психологией. Они понимают, что сподвигло вас этим заниматься ваше разбитое сердечко, разбитые мечты, иллюзии у кого-то. Может, попытки разобраться во всем, да, что в вашей жизни происходило или происходит. При этом они видят сразу то, что вы изменились. Тут карта замороженное сердечко, это хрустальное сердечко. Они видят вас женщина, которая сейчас может быть, сейчас четко пытается, знаете, как фильтровать окружение. Не подпускаете к себе, может быть, токсичных людей, не хотите повторения печального какого-то опыта. Вплоть до того, что ваши недруги, они, ну, скажем так, говорят о вас, что сейчас, может быть, вы даже не будете там соглашаться на какие-то варианты, вестись на провокации. Вы сознательно вот это сердечко свое закрываете. Но не от всех закрываете, а вот от людей, которые вам могут навредить. Или в принципе, как будто бы в перспективе даже могут вам принести там вред, да, или сами по себе вот токсичные, они вроде бы к вам еще нейтрально проявляются, но вы заранее как будто бы ставите вот какие-то преграды. Тут как научились или учитесь в процессе себя защищать. Вот тут так. Будто бы вот поработали над своими этими рамками, границами. Угу. Вот об этом говорят. Почему-то так. Вот что девочка поменялась. При этом 100% подчеркивают, да, то, что вы там харизматичная, яркая. По этой карте также вы в сигнификации вышли, и они это видят. Райская птичка, да, как я говорю. Тут женщина, эта карта считается муза. Энергетически наполненная, внешне привлекательная. Для мужчин очень такой лакомый кусочек. Это все есть. Но при этом дальше идут карты Вечная невеста и карта Диссонанс. Это о чем? Ваши враги могут говорить о том, что у потенциал классный, огромный, и внешние данные, интеллект.
Но сейчас вы в процессе, пока вы не добились того, о чем вы там мечтаете. И диссонанс заключается в чем? В том, что наличие всех вот этих вот ваших достоинств, ну, каждого свое, да, ну тут высокие ваши характеристики. А результата пока, ну, того, которого вы, ну, по мнению ваших врагов, девочки, заслуживаете, пока нет. Давайте посмотрим, в чем причина. Причина, наверное, в чем причина, по их мнению? Не в ту сторону сворачиваете, карта развилка. Не с теми людьми ведете, там, не знаю, у кого-то бизнес, у кого-то выбор партнера в личной жизни, не того выбираете. Как будто бы свой вот этот потенциал расходуете, ну, по их мнению, как-то некорректно, скажем так. Ну, выбор делаете. Вот тут у меня прям карта опять-таки перевернулась. Вот еще выбор по влюбленным. Опять-таки, у кого-то, может, идет как ваши враги, как осуждение вас, что вы скорее делаете выбор сердца. А надо делать, по их мнению, выбор, ну, может быть, головой, да, может быть более практичным, более каким-то даже расчетливым. Это все сюда, девочки. Это как будто бы они между строк. Тут кто-то прям текстом говорит, что мне б ее там внешние данные, мне б ее там возможности, способности, я бы тут уже карьеру построила, уже б я там бы замуж за мультимиллиардером была бы, использовала эти моменты. Вот это вот так вот. Как будто бы диссонанс тут огромный, они видят. В чем это еще? Ну вот, выбор партнера, карта медведь. Потому многие говорят, что вы могли бы иметь тут, ну, кого-то защитника, покровителя по карте медведь, в принципе, мужчину, который вкладывается во взаимоотношения, простраивает. У кого-то даже ваши враги могут говорить о том, что при желании она могла бы иметь вот такого, уж не знаю, там, у кого-то это покровитель, у кого-то муж, любовник, вот тут такой, у кого-то начальник такой вот, да, с ее-то возможностями, способностями, вот, постаралась бы чуть-чуть, и жизнь была бы в шоколаде. Вот тут все об этом. Как будто бы используете моменты, но вообще не так, как они бы это делали. Так, о чем еще ваши враги сейчас говорят? Вот опять почти одно и то же. У кого-то прям говорят о том, что выбор партнера, карта род, семья, совместные тут, у кого-то детки даже выбор. Ваша карта. Почему-то они считают, что опять-таки как будто бы не совсем правильный выбор этих партнеров. У кого-то тут прям говорят, что могли бы, если бы сделали выбор опять-таки по влюбленным, в сторону более ресурсного мужчины, более какого-то, ну уже не знаю, у кого-то это как-то более, ну да, ресурсный, более какой-то материально ресурсный, да, даже не могу я вам объяснить тут, то, может быть, сейчас бы у вас было бы лучшее материальное положение, так как тут карта безденежья, вот тут с протянутой ладонью. У кого-то прям идет вот считывание. Говорят, что вот с такой внешностью, да, допустим, в принципе, могли бы тут творить, вытворять, да. Ну, другими словами, использовать мужчин, девочки. Давайте прям текстом. А вы то ли по любви замуж вышли, то ли, в принципе, строите взаимоотношения, руководствуясь эмоциями, сердцем. Ну, по мнению ваших врагов, ваша вот такая вот какая-то, как это, тактика, стратегия, ваши поступки приводят вас вот в материальном плане, карта тупик. Ну, другими словами, они на вашем месте бы по-другому себя вели. Так, о чем еще сейчас говорят? Много сплетен, кстати, по поводу вашего именно почему-то материального положения. Опять-таки, знаете, они признают
ваши враги то, что вы стараетесь быть справедливой на самом деле. Может быть, к самой себе, к окружению. В принципе, такая женщина, которая, ну, скорее, тут честность, принципиальность даже. Вот ваши враги вас так характеризуют. Но при этом они опять-таки, они же через призму собственного восприятия мира это все говорят, да, то они говорят, что ваша честность и принципиальность вас заводит в какой-то, ну не тупик, но в лабиринт. И многие ваши проблемы, опять-таки, из-за ваших моральных каких-то качеств, установок. То есть сами себе делаете головную боль. Ну, это я так, на человеческий язык перевожу. Вокруг вас много сплетен, связанных, может быть, с вашей личной жизнью. У кого-то тут, ну, стабильность, с вашей стабильностью, с вашим, может быть, материальным положением. Так, рыба, удачи, дача. Ну, могут даже говорить о том, что, кстати, в вашей жизни могут присутствовать, появляться мужчины. Это, кстати, ваши недруги говорят о чем? О том, что в вашей жизни появляются эти мужчины, по их мнению, очень ресурсные мужчины, которые могут дать вам, ну, где-то опору, где-то поддержку, да, вот стабильность. Но вы от них защищаетесь. Почему? Потому что не хотите стать жертвой. Карта паутина, запутаться в паутине. А ваши враги, в данном случае, мне кажется, тут больше женщины, да, сплетни такое, они говорят, а я бы рискнула, а я бы, может быть, там, попробовала, вот, да, если там... Такое ощущение, как будто бы ко многим из этих ваших врагов, ну, в данном случае, может быть, женщин, даже такие мужчины ими не интересуются. И тут тут есть зависть и осуждение, и непонимание, почему вы не используете какие-то моменты. Им кажется, что вы тут по карте рыба, вы можете как словить эту рыбу за хвост, эту удачу словить за хвост, выстроив типа правильные какие-то, в их понимании, взаимоотношения с мужчинами. Ну вот так вот. А вы прям показано, как будто бы, по их мнению, боитесь запутаться в эти любовные паутине. Ну, может быть, вы замужем, да, и не хотите рисковать своим семейным положением, не хотите каких-то там интрижек на стороне. Защита. Тут прям как будто не подпускаете к себе какой-то вот типаж мужчин, которые, по мнению ваших врагов, вот, тут могут вам дать ту самую пресловутую типа удачу. Для многих удача тут это материалка, да, вот так вот прямо. Так интересно. Как будто прям злятся, что у вас, может быть, появляются эти мужчины в вашей жизни, они действительно интересуются вами. А эти женщины могут прикладывать усилия, но мужчины эти, ими вообще не интересуются. А вы эти еще шансы не берете. Тут капец. Да, не берете. Каждая группа. Так, что еще недруги говорят о вас? Ну, это можно прочесть. Ваши недруги говорят, что, скорее всего, вы сейчас стараетесь в своей жизни, может быть, какой-то этап, то ли чему-то новому учитесь, обучаетесь, может, это новый род деятельности, может быть, это обучение, да, там, у кого-то в институте, у кого-то там курсы повышения квалификации, у кого-то это, ну, чего бы это ни касалось, тут у кого-то психология, эзотерика. И вы сейчас подбираете ключики, может быть, к, ну, знаете, к чему, как улучшение собственной жизни, где-то как сценарий свой поменять жизненный, да, тут как будто бы учитесь противостоять, как минимум набираете информации, может быть, как противостоять манипуляциям, тут карта крысы, за спиной, вот если у вас что-то там происходит, карта тут как связанные руки, привязанность, как будто бы вы пытаетесь наработать, да, вот как-то даже какие-то новые способы, повторюсь, как вот дать отпор кому-то, как опять-таки по вашему вроде бы как мнению не вляпаться, да, я имею в виду, не соглашаться на какие-то варианты,
которые чреваты. Тут карта подарок. Многие бы обольстились, да, там согласились на какие-то форматы взаимоотношений, ну, даже любовница, да. А потом вот тут как выскакивает злобный клоун. Тут, то есть форс-мажор какой-то, который на самом деле по этой карте книга можно это было все просчитать и прекрасно понимать, что, ну, тут соглашаешься на какой-то формат любовницы, да, там 2-3 месяца эйфория, да, а потом охлаждение, а если информация всплывает, ты можешь потерять семью, саму себя потерять, да, скажем так. Потом большой вопрос, зачем мне это нужно было, для чего мне это было нужно. Вот как будто бы еще они говорят о том, что вот где-то вы перестраховываетесь, где-то вы как будто бы заняты сейчас поиском, может, самой себя, вот меняетесь вы. Вот это все сюда же. Так, враги ваши, о чем еще говорят о вас? На самом деле, тут еще, смотрите, говорят о том, что очень ресурсная вы. Карта урожай, карта княгиня. Опять-таки, высокая ваша оценка. Вот вашими врагами, вот они вас высоко оценивают. Но женщина как в темнице, со связанными руками. И отчасти, опять-таки, могут говорить о том, что не используете вы, вот карта Эрос, вашу там привлекательность, манкость. Тут, правда, они оценивают вас высоко и смотрят на реакцию мужчин, как мужчины на вас реагируют. И вас тут они видят чуть ли не, знаете, женщиной, которая, карта очищения, вот тут для себя не приемлет каких-то тут такие форматы, которые 100% для них это приемлемо. Вот тут так вот даже. Тут как вот недоумение вот такое вот. Почему? Почему она так поступает? Почему она не использует какие-то моменты? Почему она собственноручно себя как в темницу загоняет? Отказывается тут от каких-то вариантов. Вот тут вот такое вот. Но при этом они понимают, что вы искренне такая. Тут они могут вас обсуждать и понимать, насколько мы разные и почему она так поступает, да. Вот как-то так. Вот такой сегодня расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.